Всем привет! Сегодня 8 сентября. Сегодня прилетает мой друг. Мы с ним очень близко знакомы. Я долго ждал этой встречи. Я думал, мы встретимся на его территории, но он прилетает сюда, в Калининград. Пока вам не буду говорить, кто это, я о нем вам расскажу еще в машине. Все, сейчас едем в аэропорт. Что, мы продолжаем движение в аэропорт. Хочется пару слов сказать о человеке, которого я еду встречать. С ним плотно познакомился я и задружился ровно год назад на одном телевизионном проекте. Уникальный человек своего рода, очень сильный от природы, очень сильный духом. И наша вот дружба завязалась, и мне очень радостно встречать его на Калининградской земле. Мне кажется, что многие догадались. Это не тяжелоатлет, это живая легенда спорта, который выступал на Олимпиаде в Сочи, триумфально завоевал 2 золотые медали. Также он является 9-кратным чемпионом мира в другом виде спорта, не олимпийском. Еще он ведет своеобразный образ жизни в плане питания. Я думаю, сейчас вы уже практически догадались, кто это. Но чуть позже вы сами увидите. Вперед, в аэропорт. Это показатели. К 2018 году сказали, здесь будет супер-пупер аэропорт. Ну, на данное время какой есть. Как бы на данный родной момент просто аэропорт, да? Как полет ваш? Отлично. Все нормально? Да. Даже не трясло. Так сбросил, сколько 32. Это хорошо. Сухой стал, смотри, такой, нормально. Да, сейчас регулярно занимаешься. Я сейчас начал прыгать. Я тебе расскажу что-то. Я сегодня рандат делал с коня гимнастического, чуть нет. Я тебе покажу, да, сейчас видео. Так, смотри. Это еще не все. Рандат это через бок. Потом Как проект называется? гимнастика. Ну что-то наподобие будет, я думаю. Да, там будет как раз. Там вот Леха Немов пришел, показал, как правильно прыгать. Сейчас вот сальто хочу перед назад научиться делать. Короче, то, что я не научился вот в том проекте, помнишь, мы с тобой хотели пойти на брейк, походить. Вот, собственно, я как бы на брейке хотел как раз научиться сальто крутить, да, некоторые элементы. Как раз сейчас они меня учат. С коленом нормально все. А как получилось? Оно у меня до конца не сгинается. Если я прыгаю, и как бы, ну, оно до конца меня прессует, а больно. А так, я и толкаюсь нормально. И, в общем, ну, стрел, баш, как летел по амплитуде какой-то, очень нормально все. Вот. А так получилось, я, короче, прыгал сначала по одной бил, потом второй, потом третью решил ударить. И когда третья груша, я уже на подлете был вниз, бил правой ногой, она у меня отлетела легко. И я, получается, приземлился неправильно. Само приземление. Да, приземление. Да. Клянусь, я поднимаю такие веса, что я сам иногда вот сквозь призму самоанализа, да, это какая-то странная какая-то херня. У меня есть ребята, которые и колятся, и что только не делают, но не поднимают столько. Они не восстанавливаются настолько быстро, сколько я. Но это, понимаешь, это больше от головы, честно могу сказать, от башки все. Физиология питания, вот экологичное питание, это однозначно веганство вообще, и вообще сыроедение, скорее всего. Вот. Но
вот экология мышления куда более важный фактор, понимаешь? У нас нет экологии мышления. И вот это вот я не верю, не верю, не верю. Я ему не доказываю, ты понимаешь? Дело в том, что мне никому доказывать, я кроме минусов, вот, ну, грубо говоря, знаешь, как вот, куда-то приходишь и на меня смотрят, так что-то какой-то тип странный, не ест мясо, не пьет, не курит, что может, блядь, какой-то сектант. Нет, я не сектант, я просто адекватно мыслящий человек, и мне как-то не хочется, ну, это все делать. Я вот буквально сегодня открываю, пока летел каталог, там такая обваренная креветка, вот у меня такой, типа, повар показывает, живое существо, сдохшее, уничтожено, убитое. Бедная креветка, вот, это, вот ее, вот я не знаю, у меня даже вот сейчас мысль не возникает, как ее можно съесть. Серьезно, раньше я их лупил там, вот сколько там лет назад, я вот, ну, там, лет 7 назад, я их тоннами ел. Креветки, я даже не задумывался, понимаешь? Так вот, смысл в том, что ты начинаешь задумываться о том, что ты ешь, как ты дышишь, как ты ходишь, как ты тренируешься. Вот этот вот анализ, он позволяет тебе быть более эффективным на самом деле. Я перестроил тренировки, я сейчас по-другому, они говорят, вот ребята приходят, говорят, что делать? Я говорю, только через боль вы можете расти, к сожалению. Связки это больно. Связки кости крепятся, это кости будут болеть, кости уплотняются, это тоже больно. Вот сила, настоящая сила, вот эта жесткость, она только так и формируется, по-другому ты не сформируешься. Самец гориллы, ну просто, допустим, горилла, они вообще сыроеды стопроцентные. Не едят они ничего там больше, это прям уже проверено, вот эту тему изучали, и с Дроздовым общался. Вот только показательно может кого-то разорвать чисто, так, ну, показать, что он сильный, все. И у него вот такие дельты, бицепс 60, вы понимаешь? Да, пресс, бицуха, да, там все есть у него на самом деле. Единственное, живот, потому что за счет того, что у него вот эти процессы брожения, и то у него там грамма жира нету, просто вот такой, как называется, напухший. У него живая микрофлора, то есть он синтезирует, у него вот это вот постоянная система брожения, ну, скажем, увеличение своей микрофлоры. Если у нас там 1,5-2 килограмма, у него так килограмм 10 своей микрофлоры, она же синтезирует все. Биохимическая лаборатория считается. Причем, если она дает аминокислоты, она дает ваши аминокислоты. То есть то, что собирает ваш организм. Если гормоны, то ваши гормоны. То есть все то, что строит ваш организм, вам максимально, то есть вы это усваиваете на 100%. И это никаких отторжений, никаких, там, извиняюсь, опухолей, ничего никогда у вас не будет. А как только вы начинаете поедать что-то инородное, соответственно, это там и мутагены есть, и, блядь, и чужеродные гормоны, которые сбивают ваш гормональный баланс. Там куча проблем возникает. Поэтому, ну, если человек адекватный, просто понимает эти моменты, то можно тренироваться и без этого всего. Реально. Корнелия писал тут момент. Пипец, ты похудел там. Слушай, ну тебе так гораздо лучше, ты приехал, такой свин был здоровый, блядь, понимаешь, тебе не идет, реально. Да, я видел, тебе не идет. Где машину тяну, блядь. Вот так грудная сиськи обвисшие. Ну тебе реально не идет, ты как, знаешь, ты сейчас такой цивильный славянский парень такой, знаешь, блядь, симпатичный. А такой, блядь, здоровый Боров тоже, не знаю, я, блядь, как бы, я считаю, что жирный человек, это, ну, жир это патоген. Ты видишь, что у человека проблема со здоровьем. Да, все, не надо. Нет, сейчас объясню, что такое белок вообще. Если адекватно понимать, что такое белок, белок не усваивается организмом. Усваиваются моноаминокислоты. Моноаминокислоты это расщепленный белок. Да. При расщеплении белок в 85% это в основном как бы токсины. Это аммиак, тинол, всякие едкие элементы. Поэтому ну, как бы мочевина, если это животный белок, то это 80% мочевины. Если это растительный белок, то это где-то 45% мочевины. Поэтому ты больше засираешь, чем берешь. Я так и вижу. Я так понял. Не вижу. Так ты яйца, творог ешь или нет? Нет. Яйца вообще так, вот когда, ну вот, первые 4 года я сначала первые 3 месяца был сыроедом, потом стал таким вегетарианцем. Но я, честно говоря, я яйца так не ел, а вот в продуктах там, ну, там,
хлеб, знаешь, там, чтоб, ну, вот так вот ел. А сейчас нет. Ну, бездрожжевой почему нет? Я иногда себе позволяю на самом деле. Я не могу сказать, что там прям такое, прям такая прям жесткая аскеза, нет. Но я позволяю себе, знаешь, иногда может быть там что-то такое чуть-чуть молочное, да, какой-нибудь вкусный хлеб, если хорошо пахнет, где-нибудь в правильном месте испеченный, да, ну как ты сам понимаешь, хочется попробовать, иногда просто пробовать, что-то в этом нет. Вот. Алкоголь Алкоголь нет. вообще не хожу. 9 лет даже не нюхаю. Я считаю, что и не надо его нюхать. Да. Это мне буквально недавно кто-то объяснял, что говорит, ну послушай, ну вот ведь Это суть, вот это суть где-то была, 150 товарищ миллилитров полковник, да. хорошего вина, это же, вот, я говорю, это тот же самый теловый Добро. спирт, вот под каким соусом его не подавай, теловый спирт. Мы тут недавно делали такую неформат вообще креативную движуху. У нас есть здание, 25 этажей Ага, в городе. Оно заброшено. Дом совета должен был быть в 90-е годы. понятно. Не доделали. Что вы сделали? Взяли оборудование, штанги, диски, гири, резины. Поднялись наверх, на крыше. И там вот обзор такой, весь город на ладони. А вон у Лехи видяшка их на телефоне. Да. И провел как бы тренировку, засняли это все дело. Ну и как мини-семинарчика такого. Я вот здесь с олимпийским факелом бегал. Да? Но вот здесь по бархану. Хотя здесь ходить нельзя. Потом еще кто-то писал в газетах, там, в соцсетях. Вон он тот бархан. Ой, ты всю дюну там растоптал, разломал, она осыпалась. Не исполнял, никто тебя не просил, ничего. Запросили на них. Хоть мне приветствие, я так спел раз. Хотя потом я все лучше и лучше исполнять ее начал, как бы сам для себя пою, бля, когда. Знаешь, когда вот настроение хорошее, привычно, да. Льется в душе. Девушка, а можно заказать? Алексей, послушайте внимательно. Салат из свежих овощей. Чем заправляется? А чем он заправляется? Сметана, масло. Нет, давайте масло. Вот. А крем-суп из шампиньонов вкусный? Вкусно. Хлебный чаще Честно? подается. Честно. Вам нравится? Очень. Да, давайте, я тоже буду. Прям захотелось крем-суп съесть. Вот. А кускус с овощами это Пшенная каша. же кускус с овощами. Вот, а есть фреш? Конечно. А можете сделать, смиксовать апельсин, яблоко и морковь в равных пропорциях? Ну, допустим, значит, 300 мл апельсина, 300 яблока и 300 моркови. Получается 900 мл фреша. Большой фреш? Да, да. Ну, это вот такой графинчик, если нужно, и стаканчиками будем пить. И сколько стаканчиков? Я, кстати, рекомендую тоже попробовать. Ну, сколько стаканчиков? 6 человек, да. Не-не-не, графинчик это для Леши. Нет, ты что, не будешь? Буду. Два графинчика тогда. Два таких? Два, да. Ты уже нам покажешь вскрытие. Скрытие показала. Пытался красиво, ни хрена красиво не вышло. Варвары. Мне кажется, это просто пачка бумаги. Смотри. Так, ладно. Что-то я там это, по-моему. До завтра у меня дела есть.
Раздаем. Покажи, как расписываться сейчас. Шестером быстрее. Кому кого тысячка. Маркера не хватит. А еще красненький мне дали. У меня, кстати, есть еще как бы серебристый маркер в этом в сумке. Вспомни. Тренировал любовь к нормальным напиткам. Да? Это рецепт от Алексея. Самое лучшее сочетание фруктов. Ну, яблоко, манго. Все, на здоровье, давайте. За зустріч. До встречи. Правда вкусно. Идеально. Так все есть. Говорит, во фреш маслица надо, чтобы усваивалось. Нет, бред. Бред? Полный, да. Ты так можешь, знаешь, значит, нужно молоко, чтобы усвоилось это, фрукты, овощи, это бред полный. Серьезно. Ты знаешь, я столько не лепится, как бы слушаю часто там, ну, по поводу питания. Как бы, в принципе. Одна из них это вот то, что не усваивается, это морковка без масла, без жира. Мне про бобслей понравилось, действительно, как бы простота такая Не, обманчивая. ну, люди когда, А слушай, знаешь, любой вид спорта, давайте объективно, любой вид спорта, Да. я вот, допустим, по поводу дартса, ну что там дартс, да, метай, Да, метай. да. Там люди разминают пальцы, знаешь, сколько надо, наверное, полчаса разминают пальцы, чтобы там вот эти вот винчивания, какие-то там, какие-то, господи, траектории, да, они там, блин. Не, всё на очень самом деле сложно. любой профессиональный спортсмен это понимает, а вот люди просто обычные, незнакомые со спортом, просто думают, что ну что там санки, да санки, но это просто Вообще обычный не- человек, да, не который санки, не а связан, бокс. На самом деле, не связанный со спортом. Есть еще самый спорт. есть А сам если спорт, есть еще скелетон, да, вниз головой. Легенды о том, что там, допустим, укреплять связки, есть, не знаю, там желатин, вот это все, Да, это смысл, бред. оно же в желудке все до аминокислот. Конечно, да. Какая разница, коллаген это не Что коллаген. коллаген, что не коллаген. Сейчас, смотрите, давайте объясним. Коллаген это белок. Белок состоит из аминокислот. А чтобы создать коллаген, необходимы аминокислоты. Вот и все. Как бы, вот, собственно, если организму нужен коллаген, Сам же он синтезирует его из тех аминокислот, вот как бы, вот, которые ты получаешь с правильной пищей. Ну, мы с Всё. Максимом, кстати, давно к этому идем. Почему только аминокислоты покупаем? Аминокислоты, БЦАшки. Протеины смысла нет. Ты действительно чувствуешь, что работает. Восстанавливаешься лучше. После аминокислот. Нет, лучше восстанавливаться, да, и бессмысленно полный отход покупать. Причем у меня там, видите, знакомый, у него как бы магазин спортпитка. Я прихожу, говорю, слушай, что вот это покупает реально? Говорит, больше всего покупает протеин. Вот там мнение как бы навязано, белок жрать надо, белок, вот они едят, вот из них лезет, вот эти угли блядь, торчат, раньше них вот это все вот, Ну и токсины все лезут. люди спрашивают всегда, какой протеин купить всегда спрашивают, а не что купить. Поливитамины и аминокислоты. Все достаточно. И главное аминокислоты в БЦАшке пить не по 5 грамм, как написано, а грамм по 20, по 30, тогда хорошо чувствуется эффект. Действительно. Вот она, прушечка. Кружечка, да? Витамины, Сыры салат. тоже не ешь? Или ешь? Ну сейчас как бы восставать очень есть вообще. То есть молочка не идет, да? Не ешь. Раньше ел, сейчас уже нет. Кстати, я молочку убирал, гораздо выносливость возрастает. Выносливость реально. возрастает, да. Но я как-то Веso убираешь, сразу начинает я как-то приучился творог есть постоянно и брать его не могу, просто уже привык. Ну это Тоже как это привычка. кажется. Сами. Ну, не зря же кроссфитеры, они сидят на палеодиете, они молочные все исключают. Не, ну я вообще как бы, Что выносливость. я омлет и гречку. Ну, на самом деле, я смотрел их соревнующихся, кто интервью давали, то там меньше половины придерживаются их. И тоже надо различать как бы рацион для правильного питания и рацион для того, чтобы выступать нормально. Он все равно различается, правильно? Нет. Потому
Что они так не думают? Объемом. Отличается только объемом. Если ты много тренируешься, то ты должен много есть. Да. Это как факт. То есть причем просто как бы, значит, не за один раз много съедать, а чаще просто есть. Ну, допустим, вот такая еда у тебя, ну, минус 40 в желудке, она как бы смешается, потому что основная функция желудка это механическое перемешивание пищи с пищевыми ферментами, все. И потом она попадает и начинает уже у нас где усваиваться в кишечник. Вот. У нас не переваривается еда, да, всасывание происходит, да, именно в кишечнике своей еды. А здесь просто перемешивается с пищевыми ферментами. Все, больше ничего. И вот он вот так вот ее мешает. Если ты много съел, он там пытается мешать, понимаешь, у него не получается вот эти кольца, то есть то есть как бы до конца не смешивается, как бы соответственно у тебя не все пищи усвоятся, смысла нет никакого. Нужно, правильно питаться, в правильных объемах и как бы просто почаще, и все. Ну, вот у тебя рацион из чего, Алексей, состоит вообще? Фрукты, овощи, там, не знаю, что такое, вот, соки, смузи. И, знаешь, я вообще не заморачиваюсь, я просто знаю, что мне хочется есть и что надо есть, ну, в смысле, подходит ко мне. Ну, вот аминокислоты, допустим, тот же белок из растительной пищи, откуда получаешь? В корне, опять же, ты как бы пока еще Да, я понял, систему что я не воткнул. неправильно сказал, да. Ну, смотри, наша микрофлора синтезируется, что нам необходимо, да, в том объеме, в котором нам надо, мы сейчас пока это не получим. Поэтому увеличишь объем пищи, здесь тоже есть вот то, что тебе необходимо. Любое. Допустим, в брынзе, по-моему, самое высокое содержание белка растительного, брынза. Орехи, пожалуйста, там Орехов много ешь, да? есть, да. Как бы не то, что там много. Нам особо много не надо. У нас, вы понимаете, абсурд в том, что, допустим, мы хотим много мышечной массы в год набрать. Ты своей сухой мышечной массы в год можешь набрать 3-5 килограмм максимум. Вот своей сухой мышечной массы. Все остальное это вода и, ну, или всякая херня лежит. Больше ничего. Нет, ну вот, допустим, как есть методические рекомендации, там, не знаю, для фитнесистов, бодибилдеров, по 2 грамма белка в день, то есть употреблять на 1 килограмм веса тела, то есть ты как считаешь вообще? Не это? привязывайтесь к этому. Ни в коем случае. Вот к этим показателям не привязывайтесь, будьте интуитами больше. Вот я сейчас ем еду, она вкусная. Она мне нравится. То есть я получаю удовольствие, это очень полезная еда. Вот и все. Какой объем я ее съел, вот я ем, вот пока мне хочется есть. Когда пропадает чувство активного голода, значит ты наелся. Как бы, значит, не когда ты вот съел, все, это ты переел. Это у тебя желудок перерастянулся. А вот когда у тебя вот чувство активного голода пропало. Сейчас мы здесь нафигачимся 100%. Это факт. Вот, и потом будем сидеть еще минут 10-15 дуплять, что мы сделали. Потому что мы сейчас реально переедем, это очень много. Нет, ну то есть некоторые как делают? Тебя Я много? не хочу Это есть, много допустим. За раз, да? Ну вот, видишь, вот это у тебя желудок. Некоторые как делают? Я не хочу есть, но надо. Ни в коем случае нельзя, не хочешь есть, не ешь. Вообще. Потому что, по-моему, мы вообще не завтракали, когда вы жили. Не завтракали. Я реально стал замечать за собой, что А вот что касается сахара, хлеба, таких вот углеводов. Ну, ем, да, не надо. И ты адекватно оцениваешь, что было у тебя до того, как ты перешел на этот тип питания, и после. Ты оцениваешь, сколько ты спал, как ты восстанавливаешься, сколько ты тогда этих аминокислот потреблял, сколько ты сейчас потребляешь спортпита дополнительно. Потребляешь ли ты вообще, сколько ты восстанавливаешься примерно, значит, какое самочувствие. Скорость прибавилась, убавилась, выносливость прибавилась, убавилась, сила прибавилась, убавилась. Если ты эти все показатели адекватно оцениваешь, ты как бы увидишь действительно как бы результат. У меня было 3 месяца, потом, соответственно, где-то прошло еще месяцев 7-8, и у меня где-то процентов на 100, наверное, сила подняла. Упражнения. То есть я 240 выпада делал, потом здесь сделал 320 килограмм выпада. Дурной силы столько появилось, просто я не знаю. То когда тебе легко, организму хорошо, вот ты дышишь полной грудью, ты, не знаю, ты как бы больше делаешь. Ну а ты сейчас спортпит не употребляешь, аминокислоты? Зимой употребляю.
Есть специальные аминки, там веганские, витаминки веганские, да, их много хороших. А что еще употребляешь? Какие добавки? За все. Илюша, покушай. Не надо. Просто увлекся. Нет, без проблем. С чем связано? Есть же такое понятие, да? Типа на природе аппетит нагуливается. То есть это идет энергетический обмен, да? Ну, И чувствуется такая во-первых, легкая усталость. Ты погулял на природе. значит, вот эти ты вот меняешься истории. с деревьями. Во-вторых, значит, у тебя организм быстрее восстанавливается. То есть вот это вот ускоренный метаболизм, как бы, соответственно, ты как бы хочешь поесть, потому что у тебя уже усвоилась вот та пища, которая бы еще усваивалась, где мы в городе еще там день. Понимаешь, да? То есть ты как бы запускаешь, то есть все те процессы, которые вот, значит, вот должны проходить быстро, они в городе проходят гораздо медленнее. И как бы на природе мы как бы возвращаемся вот к этой как бы скорости, ну, восстановления. Ну все, пришли, надышались, нагулялись, у нас все усвоилось, у нас хорошо самочувствие, у нас поднимается, то есть уровень серотонина, настроение повышается. И мы такие вот хорошие, нам хочется что-то, знаешь, нам петь хочется, танцевать и кушать. Ну, как факт. Все, сейчас покушали будем. Танцевать. Пляс спустимся. Все очень вкусно. Выготовили. Жалко. Может, что-то сладенького, чаек. Не, благодарю. Пойдем? Пока составите здесь, смотрим здесь, да? Сразу. Ага. Все? Понял? Идем. Здравствуйте. Приятно? Приветствую. Да, как мы точно встретились. Не говорите. Здравствуйте. Для нашего отеля. 10, в 11:15 в школе, уже с вещами, потому что мы сразу после школы едем в аэропорт. Карточки взять с собой. Завтра я не встречаю. Сюда. Там будет время, В школе надо быть в больнице. Ладно, доброй ночи.